Приветствую вас на канале ИТЕР. Сегодня сделаем обзор нашей походной газовой печи. Итак, вот наш прибор. Здесь пульт управления, на котором показывает верхний датчик температурный, снимает температуру с самого котла. Нижний датчик на выпуске с радиатора, температуру воздуха. Крутилочка — это скорость оборотов вентилятора и кнопка питания. Кнопка питания питает всю систему и помпу. Помпа работает от 12 вольт на постоянных оборотах. Газовый котел представляет собой стальную трубу, внутри которой находится губка из нержавейки, и все это дело обмотано медной трубкой 6 мм. Через эту систему гоняется жидкость, теплоноситель. Сейчас вода, но планируется пропиленгликоль. Вот. Ну, здесь выхлопная труба для вывода отработанных газов. Сейчас, как временное решение, я использовал обычный блок питания от старой бритвы Браун, которая дает 12 вольт, 400 мА. На самом деле этого маловато для этой системы, но достаточно, чтобы протестировать. Теперь запустим систему. Включилась помпа. Даем обороты вентилятора. Теперь задействуем газ. Теперь ждем подъема температуры. Верхний датчик сейчас показывает температуру внутри, я имею в виду медной трубки. Так, температура уверенно растет. Я думаю, понадобится где-то минут 5 для выхода на 100% мощность. Сейчас кулер остановлен для более быстрого нагрева теплоносителя. Для тех, кто переживает, не угорю ли я здесь, у меня есть мощная вытяжка на 540 Вт. Температура достаточно уверенно растет. Космонавт за всем внимательно наблюдает. Но уже нормально набралось, в принципе, уже можно снимать тепло, уже можно запускать кулер где-то половина мощности. И смотрим, что нам показывает на выходе. Ну да, довольно уже тепленький воздух. Ну вот, в принципе, температура стабилизировалась, выдает 50 градусов. Мягкое, приятное тепло, не так, как от электрического обогревателя. Вполне комфортно. Да, еще важная вещь — это расширительный бачок. Без него есть риск, что это дело выкипит куда-нибудь. Сейчас я выставил максимальные обороты. Ну, сейчас зацените, насколько шумно. Котел обмотан вот такой вот трубкой, чуть-чуть более тонкостенная. Между медью и трубой я нанес медную смазку для лучшей теплопередачи. Вот так тихонечко гудит сама помпа. Когда полностью заполнена жидкостью, она довольно тихая, но стоит ей хватануть воздуха, она начинает жутко захлебываться и орать. Ну что ж, на этом пока все. Буду делать дальнейшие выпуски. Подписывайтесь на канал ИТЕР, ставьте лайки, пожалуйста.